Привет! Сегодня мы постараемся добыть две важные вещи – элитры и панцири шалкера, из которых можно будет сделать шалкер-боксы. Для комфортного исследования края нам понадобится большое число блоков, эндер-сундук, естественно заранее очищенный, и к нему кирка на шелковое касание, а также вода. Но самым важным в этом деле является летающая машина. Не вся, но ее ходовая часть. Чтобы перемещаться между островами, блоков не напасешься, а Ender Pearl в этом плане неважные помощники. Для машины же я взял большое число печек. Как говорилось в одной пожилой игре, перемотка на более поздний участок памяти. На дальности прорисовки в 16 чанков или 256 блоков соседних островов не видать, но они начинают появляться с прорисовкой 64 чанка или 1024 блока. Благо процессор позволяет. Не знаю, что это за кусок портала среди бедрока, но подозреваю, что его можно использовать для возвращения с далеких островов в обычный мир. Вижу эти штуки впервые и не читал про них. Вообще предполагалось, что я сгружу все ценности в эндер-сундук и прыгну в пустоту, чтобы не терять время на возвращение на главный остров. Но если эти порталы работают так, как я думаю, наша задача упрощается. Более-менее крупная куча камня висит по увеличению координаты X, недалеко от платформы появления. Здесь мы построим наш самолет. Правда, осталось вспомнить, как он строится. Я посмотрел свои видосы, и самолет получился. Даже зажигалку не забыл. Спустя, может, полкилометра я увидел даже не город края, а скорее одиночную башню. Это, так сказать, тренировочная перед настоящим городом. Где-либо поблизости увидеть еще города не удалось, поэтому будем держать путь туда. На месте нашего прилета, как и в любом аэропорту, стоит не один десяток людей. Господа эндермены, соблюдайте, мать вашу, социальную дистанцию. Это ничего, скоро они рассеются по всему острову. Таков спавн. Нам нужно сменить направление полета, поэтому я перестраиваю механизм. В этот раз получилось построить быстрее. И получилось доехать до самой башни. На входе нас встречают шалкеры-коробочки, но интеллектом они не отличаются и попадают друг в друга. К тому же позволяют сразу попасть на верхние этажи. Долетев до большой комнаты и разбив пятерку шалкеров, удалось найти два сундука, внутри которых нашлись штаны на починку и защиту 3. Хорошая вещь для жора не только урона, но и опыта из кармана. Кирка на эффективность и еще одна эффективная кирка, но с шелковым касанием, и 4 алмаза. Ну и само собой пару панцирей. С учетом того, что на крафт шалкер-бокса нужно всего 2 таких, наше самолетное хранилище потенциально быстро увеличивается. Спустя еще один полет удалось найти что-то более похожее на город. Правда, выбрал не очень правильный путь, и пришлось несколько скосить лежавший на пути камень. Сама же машина неплохо косит растения края, но я и до этого набрал себе около стака, чисто пожевать. Да, в краю прямо как и в России, без личного транспорта никак. Ща выскочит достижение с названием «Приплетено». Маршрутки не ходят, как будто у всех водителей день рождения не заканчивается. Приходится добираться своим ходом. В общей сложности, чтобы добраться до этого города, ушел час реального времени. А рядом, прямо на полу, есть кусочек портала. Если в него действительно нужно кинуть жемчуг Эндера, то мы не промахнемся. Ага, войти просто так не получится. Выносим стену, как все крутые герои. Далеко не все башни имеют не то что смысл, а даже хотя бы удобный вход. И иногда этих самых звездочек даже ждешь. Не бояться их помогают золотые ботинки на невесомость 4 и починку. Предполагаю, что их можно сломать одним падением с большой высоты. Но у меня пока не получилось. Не то чтобы я пытался, но падение с 40 блоков является дважды смертельными для персонажа без брони. А получаешь урон примерно в 2 сердечка. Так еще и ботинки как новые. В некоторые залы приходится заходить сверху. Ну потому что снизу никак. Отбив второй по счету зал, я увидел в его окне второй корабль. А я ведь еще на первом не был. Мы проделали такой путь явно не для того, чтобы свалить и не осмотреть все вокруг. Здесь из прям дорогого есть лопата на удачу 2. Когда я катал, не понял вообще прикола, зачем она нужна. А сейчас думаю, что ее можно применить для добычи кремня. Правда, процессоры в Майнкрафте еще не изобрели. Как добраться до корабля края? Аккуратно строим до него мостик, а потом действуем по ситуации. А ситуация предполагает, что мы сюда пришли не разбиться в лепешку, а взяли с собой ведро воды.
Помимо того, что вода спасает от падения, так еще и делает две полезные функции. Угнетает левитацию, когда ты в воде, а еще выпущенные звездочки в ней всплывают. В корабле нас ждали 2 бутылки зельями лечения и элитры в рамке. А в сундуках 6 алмазов, какие-то железные трусы, алмазные трусы с максимальной защитой, алмазная броня для ненужной в цикле этих роликов лошади и какие-то кислые ботинки. Второй же город края удалось захватить за считанные минуты. Тут у нас очень острый меч и борзая куртка на фулл защиту и прочность. Во втором же корабле нашелся меч для зомби-апокалипсиса и очередные бесполезные по сравнению с моими прекрасными золотыми ботинки. Остается решить, как мы будем возвращаться. Начинка нашего эндер-сундука показывает, что все сюда не влезет. А я все-таки собираюсь кинуть жемчуг эндера в кусок портала. Оставлю наименее ценные вещи в кармане, чтобы не жалко было их потерять, если что. К неценным я отнес битую броню, инструменты с дублями чар, арбалет, плоды края и легко восстанавливаемые части самолета. Жемчуга края у меня нет, и мечи выложил, поэтому вскопаем ближайшего странника края и получим его жемчуг. Будь что будет, ребята. К этому моменту я уже вычитал, что это врата края, и они ведут на другие острова, но оказалось, что еще они ведут на главный остров. Добраться домой мы смогли буквально в 2 клика. Всем спасибо за просмотр. Вот еще раз полюбуйтесь на наш урожай. И до встречи в версии 1.17.